вся история нижегородского уличного искусства с 2010 года по, допустим, 2019, в котором мы сейчас находимся, это как раз путь последовательного удаления от того, что принято считать уличным искусством, да, искусством в публичном пространстве, в сторону индивидуальных художественных практик, которые занимают свое полноценное место в поле современного искусства. И еще несколько лет назад художники иногда даже обижались, когда я говорила, я не интересуюсь стрит-артом. Но, тем не менее, год от года они работали на улице все меньше и меньше. Важно учитывать все-таки нашу локальную городскую специфику, которая, в общем, достигла своего апогея как раз в 2010-е годы. Специфика Нижнего Новгорода 2010-х, его исторического центра. Мы говорим сейчас исключительно об этой территории, поскольку город-миллионник, город большой, и в нем много других иначе живущих районов. Но конкретно исторический центр 2010-х годов — это руина, это город, который был во многом потерян для горожан. Это опустевшие улицы, расселенные или полурасселенные деревянные дома. В связи вот с этим разрушением, опустением, ежедневным таким как бы динамическим изменением городского пространства, в нем постоянно раскрывались какие-то новые интересные уголки, интересные территории, зачастую достаточно укромные. Можно по пальцам пересчитать вот те произведения, которые действительно находились на так называемых центральных улицах, которые можно было увидеть, там, проезжая из окна машины или прогуливаясь походя, зацепиться за них взглядом. В основном с самого начала это были достаточно элитарные работы, о существовании которых необходимо было знать, их необходимо было искать. И в этом смысле вот эта прямая, случайная коммуникация с жителями города и их вовлечение в художественный процесс, оно все-таки на первых порах больше касалось вот такого личного контакта тет-а-тет, допустим, с человеком, который живет в доме, на котором рисует художник. Но вот эти индивидуальные встречи, они сопоставимы с индивидуальной встречей зрителей художника на территории музея. Если говорить про какой-то долг художника перед обществом, я не считаю, что искусство в целом или уличное искусство в частности обществу вообще что-то должно. И нижегородское уличное искусство, как это ни странно прозвучит, оно обществу ничего не обещало. Это не значит, что искусство никак не влияет на социальные или политические процессы, но все-таки у него есть свой путь, свой язык. И да, получилось так, что, родившись на вот этой руине исторического города, нижегородское уличное искусство действительно колоссально актуализировало вот этот контекст уходящей натуры. И, безусловно, оно стало вольно или невольно, на мой взгляд, скорее невольно, частью какого-то градозащитного движения. Но на самом деле это искусство, которое в первую очередь рефлексировало на самое себя. Это искусство, которое вырабатывало собственные стейтменты, собственный визуальный язык. И отношения вот с этой категорией наследия или риторикой наследия в реальности у разных авторов разные и достаточно сложные. Хотя, с другой стороны, в какой-то момент вот эта активная городская фактура, она стала, в общем-то, полноценным участником художественного процесса. Другое дело, что помимо собственного творческого развития, город получил с этого художественного явления ряд довольно существенных бонусов.
успехи отдельных художников, будь то участие в каких-то крупных проектах, например, молодежная биеннале или получение государственной премии инноваций, безусловно, привлекали внимание СМИ, общественности, влияли на культурный имидж региона, вне зависимости от того, хотел на тот момент регион этот культурный имидж выстраивать и поддерживать или нет, но, тем не менее, он формировался. Если говорить о более сложных вещах, связанных с наследием, то здесь у меня есть два тезиса. Первый связанный с тем, что я считаю, для сохранения историко-культурного наследия в первую и главную очередь нужна в нашей стране властная политическая воля. И если у руководства города и региона есть позитивная позиция относительно этого сохранения, дальше аккумулируются все ресурсы. Искусство, градозащита, экспертизы. Если этой воли нет, то глобально изменить что-то нельзя. Вот история Нижнего Новгорода 2010-х годов с его знаменитым уличным искусством и его знаменитым градозащитным движением показывает, что все равно все сносилось и уничтожалось до тех пор, пока не изменилось отношение локальных властей к ситуации с наследием. В тот момент, когда власть вот к этой риторике наследия обратилась, искусство здесь, в общем-то, даже в медийном, в этом вот поверхностном медийном слое перестало играть главенствующую роль, потому что начались реальные действия градозащитников, такие как, например, привоз в Нижний Новгород известного фестиваля Том Сойер Фест, который, естественно, оказывается более конкретным, действенным, нежели чем вот эти странные пластические эксперименты местных художников. Мой второй тезис, он связан с тем, что я считаю, что на сегодняшний день нижегородское уличное искусство как таковое, само по себе, уже является нашим культурным наследием. Если художник работает с жителями старого, покосившегося, фактурного, странного, резного, обстроенного в советское время какими-то сараями деревянного дома, то сносим ли мы этот дом и строим на его месте новую высотку, или мы счищаем с него все исторические слои, реставрируем его и ярко выкрашиваем. В любом случае, тот контекст, в котором искусство сформировалось и с которым оно работало, он теряется, и искусство вынуждено перемещаться на какие-то другие территории. И если как отреставрировать деревянный дом, нам в 21 веке понятно, и, в общем, это просто лукавство со стороны тех, кто говорит, нет, это невозможно сохранить, все сохранить возможно. Причем деревянные дома еще сохранять достаточно дешево. С точки зрения технологий, материалов, то как сохранить вот этот день и место, как сохранить культурное наследие более позднего времени, которое наросло на вот эти особняки, усадьбы, доходные дома там, 19-го, начала 20 веков, вот это большой вопрос, ответа на который я до сих пор не знаю. Конкретные признаки, по которым можно опознать нижегородское уличное искусство, перечисляются достаточно легко. Они связаны, с одной стороны, с визуальностью, с той эстетикой, в которой работали художники. С другой стороны, они связаны, безусловно, с их отношением с локальным контекстом. Безусловно, можно говорить о таких категориях, как руина, о таких категориях, как дом. Взаимодействие с руиной
одомашнивание тех пространств, в которые художники попадают. Можно говорить о фланерстве, прогулках, перемещениях по городу. И вот это поиск, динамика движения по городскому пространству, они для художников очень важны. Для них важна категория времени и конструирования в их произведениях некого безвременья. У всех художников очень много разнообразных, далеко не всегда связанных с визуальным искусством референсов. От каких-то концептуальных практик, интертекстуальности до классических гербариев. Если говорить про картинку, то, безусловно, это живопись. Безусловно, это фактура старого города, главным образом дерево, которое, надо сказать, перекочевало потом и в студийные, и в инсталляционные работы у многих авторов. В меньшей степени красный кирпич, но тоже, в общем, он присутствовал. Практически все работы объединяет отсутствие фона. И вот это включение, интеграция произведения в тот контекст, в котором оно находится, так что границы работы теряются, и то ли живопись становится частью здания, то ли все здание вокруг вместе с этой живописью становится некой инсталляцией. Вот эта размытая граница, она очень для нижегородского уличного искусства характерна. И, собственно, как раз если говорить о формировании вот этих визуальных практик нижегородского уличного искусства и его постепенного ухода от каких-то, таких стрит-артовских правил, граффити-правил, да, которые существуют. Одним из первых действий был последовательный отказ от фона в принципе, от покрытия, да, фоновым слоем поверхности, с которой работает художник. И второй — отказ от баллонов в пользу кисти. Вот этот специфический набор материалов, он характерен для всех нижегородских уличных художников. Еще один очень важный момент, который объединяет практически всех художников, это, конечно, природа. И природа — это неотъемлемая часть нашего локального городского контекста, поскольку исторический центр Нижнего Новгорода расположен на слиянии рек Оки и Волги, и его планировка такова, что, находясь в самом центре города, это и исторический центр, и деловой центр одновременно, стоя на Верхневолжской набережной, мы видим по ту сторону Волги природу. Там нет города, там заливные луга, маленькие реки, болота. И это очень важно для нашей локальной идентичности. Мы все время одной ногой стоим на городской земле, а второй находимся в какой-то, как это у группы «Коллективные действия» называлось, такой загородности. И природа, природные мотивы, растительные мотивы, они присутствуют в работах практически всех художников.